И всем привет, ребят, с вами, как всегда, я Крипер. Сегодня мы продолжаем, то есть, играть в The Parable. Да, прикиньте. Вот, я хочу... Помнишь, в прошлой серии мы водили... Кто смотрел, если честно. Хочу сказать, помнишь, мы водили с тобой мое время. Реальное мое время. Подожди. Потом так. 44 у меня сейчас времени. Подтвердить. Он мне то же самое скажет? Эх, эти 11:44 ваше любимое время. Или вы не могли удержаться и снова выставили правильное? Я ведь знаю, как вам нравится выставлять в точное время. Я знаю. Теперь мне интересно, точно ли сейчас 11:44? 11:44. Тут нужен еще один ползунок. Насколько точное время 11:44? Быстрей. Сейчас 11:45 станет, наверное. Подтвердить. Точно. Вы знаете, не важно, насколько точно выставляете часы, мне просто стараться выбирать настройки. Я больше узнаю о вас и о том, какие настройки вы предпочитаете. Приятно собирать данные. Вот бы нам еще ползунков, но кажется, у меня все кончились. Может быть, я придумаю новые ползунки, чтобы больше о вас узнать. Дело плевое. Сейчас закидаю пару новинок. Кстати, ты заметил, я вернулся, и вот. Да. К следующему запуску игры должны быть готовы. Потом, наверное, зайдем с тобой в конце видео или в следующем. Главное, не забудь мне. Да. Я не знаю, что еще в этой игре можно поделать. Я вспомнил сейчас, что там... Сейчас, короче, тебе покажу. Сейчас быстренько загрузка пройдет. Сейчас, давай, игра. Тогда пока стул поправлю. This is the story of a man. Нажмите, чтобы пропустить. Сразу же пропускаем. Так. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Я не помню. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Ah, yes, truly a room worth admiring. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Кстати, я потом хочу... Так, где? Здесь? Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't 5 years ago. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone... What? Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why... I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Зачем? Откройте дверь. Откройте дверь. Я хочу, кстати, у меня консоль недоступна. Я просто мог с вашей консоли то, что сделать, типа... Я помню то, что в игре, если там с помощью консоли, там можно куда-то попасть. По типу написать там что-то. Я знаю, что. Что-то у меня такое разрушение. Блин. Я хочу найти это. Я хочу этого включить сначала, потом мы попробуем показать прицел. Подписать это, показать предупреждение. Так, режим низкой ловкости, автоходьба. Нету автоходьбы. Что это значит? Прости, что я сейчас в настройках лезу. Режим низкой ловкости, меньше движений. Это специальные настройки.
А где ты видел там какая-то фигня? Лица сохраненные данные. Так, подожди. Где? Мне нужна консоль. Это что ли? Нет. А, это фигня. Я помню, это где-то было. На игрока. Я не хочу ничего сбрасывать, я только хочу что-то включить. Это консоль. Короче, я не знаю, где это найти. Потом, наверное, для следующего видео найду. Для следующего. Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. Так, а я не знаю, с какой сначала пойдем с тобой. Ладно, давай пока его послушаемся, потом другую. Oh, thank God you are willing to listen to me. Do you see that I really have wanted you to be happy all this time? The problem is all these choices. The two of us always trying to get somewhere that isn't here. Running and running, just the way you're doing right now. Don't you see that it's killing us, Stanley? I wanted to stop. We would both be so much happier if we just stopped. And I think, well, I think I have a solution. Here, let me show you. Закрыть. Если я пойду дальше. Пока. Что? Чего же мы хотим? What are we looking for? Чё это? Here. Ну вот оно. Да, правда? Это прекрасно. If we just stay right here, right in this moment with this place, Stanley, I think I feel happy. I actually feel happy. Пошли дальше. No, wait. Нет, постой, куда ты собрался? Я собрался уходить. Oh no! Stay away from those stairs. If you hurt yourself, if you die, the game will reset. We'll lose all of this. Мы все это потеряем. А что если интересно мне туда, обратно пойти? Good. We can't be too safe. Promise me you won't go back there. Ты больше никуда не пойдешь, правда? Просто оставайся здесь. Просто заем. Итак! Побежал. No! What do we talk about? You're risking everything we achieved here. You heard me before, didn't you? You will die. What about this isn't getting through to you? Please, no, Stanley, let me stay here. Don't take this from me. Please, Stanley, think about what you're doing. Ах, кстати, что это за дверь? Подожди. Ты думаешь, я реально... Ты думаешь, я тебя послушаю? Да, я тебя послушаю на секунду только. Подожди. Я думал, это можно было бы крутить. Ну ладно. Так, окей. Что он на этот раз скажет? Бля, игра занесла. You are going to stay here, aren't you? Здесь, да? Короче, смотри. Делаем это опять. И сейчас разворачиваемся. Короче, типа красота, я пошел. Пока. Пошли. Ну что? Прощай! No! О, слава богу. Thank God. No, what are you doing, Stanley? Please, I'm asking you not to take this away from me. I can't go back to what I was before. If you die, we'll both go back. Why are you doing this? Зачем ты это делаешь? Я хочу спрыгнуть!
Stanley, let's go back to the other room. My God, is this really how much you dislike my game? That you'll throw yourself from this platform over and over to be rid of it? You are literally willing to kill yourself to keep me from being happy. Am I reading the situation correctly? Да, понимаю, правильно. Прощай. Ну что ж. Or maybe you're just getting a kick out of it. I don't know anymore. I just wanted us to get along. But I guess that was too much to ask. It looks like you wanted to make a choice after all. Well, this one is yours. Ну что ж, он за тобой. Вниз. Is it over? Все кончено. It's going to restart, isn't it? I'm going back. Я начинаю все заново. Все? Или что-то еще будет? Серьезно? Все? All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Так. Новый контент! У меня только сейчас это открылось! Oh, Ого, новые new материалы? content? Согласен! What does that mean? Что New еще за новые content? материалы? А, сейчас начну новый контент. Потом тогда с тобой попробуем в синюю дверь пойти. Главное, не забудьте это. А то могу. Мы с тобой пошли в новый контент игры. Это типа за то, что мы прошли эту концовку? Типа у нас это навсегда останется. Hello, and thank you for playing the Stanley Parable Ultra Deluxe. As you may know, the Stanley Parable was a video game released in 2013 on home computers. After receiving critical and commercial success, it was expanded upon in 2022 with the Stanley Parable Ultra Deluxe, a reimagining of the game for consoles and home computers. The Stanley Parable Ultra Deluxe features exciting new content that broadens and expands the world of the Stanley Parable, delighting audiences the world over. Please, step inside and see what thrilling new adventures await in the Stanley Parable Ultra Deluxe. Oh, well, this sounds delightful. I'm very excited to see the thrilling new Ultra Deluxe content. Okay, so far it's an elevator. Nothing special yet, but I'm sure it's just the beginning of a mesmerizing adventure. Is it broken? What's going on here? Should we be moving somewhere or... Oh, there we go. All right, finally, at long last, it's on to the new content. I've never been more ready. Let's do it. Я так портали втором делал. I have to say, initial impressions of Stanley Parable Ultra Deluxe, mostly tedious. It's as if Oh, okay. Let's see the content. Give me the content, Stanley. Серьезно? Так, ладно. Это где? Alright. Это где это я? Alright, let's see it. Ладно, смотрим, это The jump прыжковый circle? круг. Осталось прыжков 36. Ну что? Я паркуру будут учить? А я не могу прыгнуть! Я не могу прыгнуть! Ну и контент зачем? А я могу, кстати, уйти. Я хочу пройти. Дайте мне залезть, я хочу сломать телевизор. Оф, 0. А типа... Мы можем прыгать только на этом круге, серьезно. Is that it? Всё? Surely that's not all the new content. There has to be something else, right? Goodness.
Another elevator. Stanley, I have to say, initial impressions of this game are not positive. It's just elevators and jumping. Is this what passes for exciting new content? If this is new content, then I could just read you the whole dictionary. There's 20 hours of new content right there. Hell, I could count to 30 trillion. You could put that on the box. The Stanley Parable Ultra Deluxe, now with over 1,000 hours of new content. And oh wait, there's more. Very good. Yes. I knew there had to be something else. Let's see it. I'm ready for whatever it is. Я вообще сегодня хотел поиграть в какую-то другую игру без видео, но давай засниму для вас видео удивительное. Окей. По типу там хотел поиграть Dying Light, я его скачал как бы и прошел его в апреле. Да, месяц назад скачал и кажется месяц назад скачал, прошел его в апреле и вот сейчас играю в Devolver. Не знаю, кажется многим все равно. То, что я это играю, да. Короче, пошли. Спасибо, что вы посмотрели котлеты. Oh, you've got to be kidding me. You see, Stan, this is what happens when greedy video game developers with no respect for their fan base rush a cheap expansion to market for no reason other than to make an easy dollar. And don't get me started on the level of craftsmanship that's gone into it. In fact, I'm looking right now at the games are cheap, and it's hard to believe one of them actually says, test achievement, please ignore. What quality assurance department signed off on this? I'm infuriated and I'm offended, and I intend to find these people on Twitter and hold them personally accountable. It's my fault, Stanley. I built up too much anticipation around the new content, I'm afraid. It could never have lived up to such expectations. If you're still with me, why don't we just reset the game and we'll try to get back to what the Stanley Parable is really about. No frills, no gimmicks, just you and me having a great time together like always. What do you say, friend? Кайф. Ну и все. Игра перезапустилась. Это все? Да, реально, это все. Это концовка. Да, это концовка. Это концовка? Я могу перевести это сюда? Я бы реально. Psst. Stanley, come over here. In the vent. I want to show you something. Подожди, дай смотреться. Потом туда пойду. Я хочу к тебе тогда. Голос странный. Странный голос. Так. Почему здесь отвертка и кружка? Ой. Загрузка. Блин, мне сейчас что-то холодно почему-то. Ну, прохладно. Не мурашки у меня, конечно, по коже идут, а просто прохладно. И сейчас я просто видосы эти записываю у себя. Ой. Ну да, я эти видосы у себя записываю в зале. Видос, кстати, длится 18 минут. Да, у меня, кстати, забыл сказать, у меня появился второй монитор. Okay, you remember how cheap and unsatisfying the new Ultra Deluxe content turned out to be? Well, it got me thinking about the past and how much better the Stanley Parable used to be. So I made something special and tucked it away here where the game's developers won't find it. Just our little secret. Take a look. Чё это? Чё это? I call it the memory zone. It's where I've been storing all my favorite memories so I can relive the peak experiences of my life whenever I want. Experiences like the launch of the Stanley Parable on PC. Я, конечно, не играл в обычную версию. Но, конечно, мы перешли с тобой, наверное, уже к материалу Ультра Делюкса. Память зона. Памятная зона, что ли? Памятное место. You see, Stanley, doesn't the memory zone remind you of how wonderful Stanley Parable was before it was sullied with a cheap re-release? Remember back in October of 2013, when the game originally launched?
Back then, video games had integrity. Back then, it all meant something. Oh, the waste. Золотые времена. То есть это игра тогда... ну в 2013-м она вышла. Но не было, кажется, так сильно популярна, потому что популярна была GTA 5. Я это знаю точно. Или нет. Я не знаю вообще. Я ничего не знаю. Я почти ничего не знаю. Так, 2013 when the Stanley Parable was released. Я понял. The Stanley Parable вышел, типа. Был релиз. 2013. Было бы прикольно, если бы мое время показывали. Которое я выставил. Купить Steam. Ага. Демо. Демо еще есть какая-то. Так, а здесь что у нас? Голос. Так. Я не знаю, что здесь деньги сделаю. Я не знаю, чего это можно назвать. Ага, это ачивка. Я не знаю, что это за ачивка. Я помню, мы с тобой проходили эту концовку, кажется, в первом видео. Где мы типа бегали вот так вот по кругу. Это, короче, контент Ультра Делюкс. Я это точно знаю. Это контент Ультра Делюкс. And over here is where I keep reviews of the Stanley Parable. Like this stunning triumph of games journalism. 10 out of 10 from Destructoid.com. James Stephanie Sterling writes, and I quote, "Where so many games that aspire to be more than games end up less than any form of art, Stanley Parable strives and then succeeds to be every game ever created." Did you hear that, Stanley? Every game ever created. That's how grand and all-encompassing the original Stanley Parable was. It was literally every game ever created. It was Skyrim, it was Persona 3, it was all of them, and now it's nothing. It's no games at all. It isn't even the Stanley Parable anymore. It's just a husk now, a lifeless husk with an hour of new elevator content. А чё это? Где? Тут так договорилась, что ли? Сейчас. Погоди. Я хочу это перевести. Подожди. Погоди. Я не знаю, почему я хочу смотреть, как там говорится, я хочу перевести сейчас. Чем мне надо в Яндекс для этого зайти? Простите, что если я так медлю, мне просто интересно очень. Английский, русский. Сейчас, подожди. И смотрю сюда. Быстрей. Философка тоже. Подожди, у меня переведется. Да, короче, все равно не будет. Короче, все равно я медлю уже. Я буду медлить таким способом. Прости, если что. Когда нахожусь до двери, нажимаю, у меня нет этих звуков. Такие вот. Так. Оригинал. The Original Remake. Подожди, я хотел там ничего внизу посмотреть. Here's another moving passage, this time from Games Post. Погоди. Game Post. Да? Я хочу сейчас зайти на этот сайт. GameSpot.com. Все, я его сфоткаю, сейчас быстренько ведем.
Мне по приколу это делать хочется. Сейчас быстренько веду. Я, наверное, нашел пост. The Stanley Parable. Наверное, да, я его нашел. Короче, зачем я это смотрю? Is both a richly stimulating commentary on the nature of choice in games and one that offers some of the most enjoyable, surprising and rewarding choices I've ever been confronted with in a game. 9 out of 10. Don't you get it, Stanley? The game was perfect. It didn't need anything else. It didn't need new content. It just needed to be left alone, to spend the rest of time collecting dust in the hallowed hall of beloved video game memories. Так, подожди. Секунду. Блин, прости, что я так медлю. Так, кстати, The Serious 2013. These were simpler times, Stanley. But I wouldn't give to go back, to have it all over again. Ну, купил обычную версию, или обычная версия стала Deluxe, Ultra Deluxe. Wait, Так, hang стоп. on. I don't recall this part of the Что-то я не memory zone помню before. этой части зоны памяти. What's this? What's down Что here? это? Что там внизу? Мне тоже интересно. Потом попробуем мы с тобой перепройти это. Steam. Steam вижу. Oh no, good God no! Stanley, it's a collection of reviews from Steam, the online video game distributor. I haven't looked at these in years. I can't even imagine what's been collecting down here. Surely these reviews were glowing as well, weren't they? Но я, как я знаю, еще игра есть в Epic Games. Было прикольно. Steam Reviews. Steam Reviews. Steam Reviews. Steam. Я рекомендую. Погоди. Не рекомендуешь? Мне интересно. Если ты не рекомендуешь, мне интересно. Мне интересно, что он там не рекомендует. У меня еще и телефон разряжается. Ща. Завелся. Honestly, I could not be bothered. Подожди. To play this. The narrator is obnoxious and unfunny, with his humor and dialogue proving to be more irritating than entertaining. Unfunny! I'm not trying to be funny. I'm trying to make a serious work of art. I suppose I could write up a handful of gags to insert into the Stanley Parable, but the game is already such a densely layered web of profound philosophical insights that I can't even imagine where I'd have the room to stick them. Так, мне интересно уже. Мне уже интересно. Вообще исследовать здесь. Ага, не рекомендует чел. Тут есть еще не рекомендует. Там должна быть рекомендация. Okay, let's see what this one says. While the idea for the game is good, for someone who prefers non-linear games, this preachiness gets annoying fast. Preachy? Stanley, I'm not preachy, am I? You can tell me if I'm preachy, honestly you can. Oh goodness, this is actually quite shocking for me. Well, to be honest, I had always thought of the game's dialogue as being rather terse to begin with. You can't know how much fluff I cut from the game to get it to feel as light and airy as it... Well, I always thought it did, but maybe it wasn't. Dear, what an awful memory to have to hold on to. These black marks are my otherwise unimpeachable track record. I feel
like a failure. Like I let these people down. Perhaps the Stanley Parable isn't quite as sterling as I always remembered. Что, мне переведется же? Тут просто все одно вылез. Так, это пятого. Так, это... А, не... Несмотря на то, что игры хороша, но быстро становится очень-очень однообразной и скучной, несмотря на все альтернативные концовки. И эпизод... Короче, давай дальше пойдем. Погодить сразу же. Это замедляет прогресс. Мы еще долго будем в этих отзывах Steam. Это вообще будет один хороший отзыв? Или только плохие? Там, кстати, рекомендация перевернутая. Вот, опять чел не рекомендует. What's this one got to say? You constantly have to stop doing anything so the narrator can catch up with his long-winded explanations of what's happening. I wish there was a skip button. A skip button? Well, yes. Yes, I think we can do that. If I'm truly too preachy, then maybe letting you skip ahead for just a moment, surely it couldn't hurt. Not if it means we can strike these negative reviews from the record. Only positive reviews of the Stanley Parable. That's my motto today, and it's always been my motto. I'd do anything for the customer, Stanley. Yes, a skip button we shall have. And here it is. Go ahead and give it a shot. I'll pop you forward in time so that the second my incessant droning starts to bore you, with just the push of a button, you'll have zipped right past it. It's what the players have been asking for, and I'm very proud to have delivered. No more listening to me rambling on and on and on. No, 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 no. The Stanley Parable is a game for the people, and if the people want silence, then by goodness, that's what they're going to get. Well, don't sit around waiting for me to shut up. Go ahead and make me shut up. Here, we'll pretend that I've just begun an interminable monologue, and it goes something like this. The story and the choices, or what have you. Oh, you're back, you see. You were only frozen in time for a few minutes, but it was plenty of time for me to deliver a long, rambling monologue full of unnecessary verbal flourishes and lengthy ruminations on the nature of choice in video games. Of course, I happen to believe it was perhaps one of my more profound such ruminations. Not that, of course, you need a description of it, but if I had to describe it, I'd say it was perhaps less of a rumination and more of a treatise. Well, there, sport. You really did catch me rambling on a bit, didn't you? But that's the power of the button. The minute I start to go off on a thoughtless display of self-absorption, it's right at your fingertips to go poof, and it's all over. Oh, I can't wait to see what Cookie 9 will say about this, and whether they'll edit the rating of their Steam review, or at least change some of the wording, perhaps. To be honest, I don't even know if one can change their review in the first place. I guess I should become better educated on exactly how Steam works. Perhaps that would have been the smart thing to check on before I went about this whole exercise of making the skip button. Although I have to imagine that after seeing this exciting new technology at work, surely whoever it is runs Steam will instantly run out and implement a new feature to make it possible to edit one's review, merely because of this very situation. Yes, I think that's quite likely. Or perhaps they'll simply grant this particular user the ability to change their review, so that the feature is not widely abused. Okay, welcome back, Stanley. Now, I should say that the amount of time the button has been skipping through is becoming longer and longer. That last one was, well, I want to say maybe 30, 45 minutes? It's not unendurable by any means, but it's, well, there's really only so much I can ramble on to myself about. I know, it's shocking, isn't it? But at any rate, I do suggest that we not press the button again.
I think the skip button has been aptly demonstrated, and we can say goodbye to it and just... Wait, how do we get out of here? Where did the door go? Wasn't there a door that led into this room? I do feel quite certain that there was one here before. How else would we have gotten into the room in the first place? I don't think one can enter a room without a door of some sort, or a window or something like that. Do you see a window anywhere? A porthole? A sufficiently large crack in the wall? I'll take any of these. Stanley! Stanley, please don't push the button again. It's been 12 hours. You've just been frozen there. I don't know why the skips are getting longer, but they're really, truly getting longer, and my God, there's no way out of the room. Stanley, the door is gone. It's completely gone. I've looked at it from every angle. I've checked every one of those walls 1,000 times, and there's no door, Stanley. Oh, Stanley, you're back. You're back. Oh, my goodness. I have someone to talk to again. Stanley, I think it's been a week. Or 2 weeks? I've been sitting here all that time, just sitting here, not a single person to speak with. And you'd think that that's just how it's always been, right? Me? Oh, hello, it's you. You're here again. Welcome. I have had time to think about you and about us and about everything we've been through. I've had so much time, I stopped keeping track after a year. Have you ever sat down in one place and not moved for one entire year? Let me describe it for you. To begin with, there is only regret. There is only the turning wheel of missed opportunities. I felt nothing at all. Так что нажимаю кнопку. Он молчит. Дальше бегаем. Мне уже страшно, кстати. Мне реально страшно. То есть я нажму на кнопку. But they didn't understand. The game was never meant to be funny. It was meant to have a point. It was meant to speak to... But where are the jokes? Where are the jokes? They bemoaned, they screamed, they gnashed their teeth and said, entertain us. It wasn't enough. They had to leave a pathetic little thumbs-down review and make all of their pitiful demand. But then, he's talking too much, they said. First, he didn't entertain us... Он опять молчит. Мне страшно. The end is never the end, 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 is never the end. Нифига? Чё? Свет. Свет, опять? Кнопка поднялась. Смотри, кнопка запустилась. Давай запустим. Что здесь происходит? Я хочу наверх подняться, кстати. Ладно. Ага. Это ночь, да? Угадаю. Мне пугают здесь звуки. Если так страшно будет нажимать на кнопку. Это как
Какой-то уже хоррор. Она сломалась? Да, она сломалась. Погнали. Наверное, это видео я назову дополнительные материалы. Наверное, так и сейчас видео называется. Ну, это самое мало, тут не должно ничего. Кстати, можно ли тоже здесь пустить? Не, реально? А, это вот это. Ладно. Это концовка? Это концовка. Это концовка. All of his co-workers Да, were это концовка. gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Новый контент. Oh, good. You noticed my Ага, ты sign. заметил, да. Yes, I have something Я very предлагаю тебе exciting to show кое-что you. очень классное. Мы опять туда пойдем. Погоди. Давай это мы продолжим в следующей серии. Потом мы это давай сделаем в следующей серии, потому что сейчас я не могу. Мы и так долго снимали. И вот. Мне понравилось. Давай потом продолжим игру. И вот. Ну вот, что ж. Мне реально игра нравится. Мы с тобой смогли попасть в новый контент. Да, я назову это дополнительные материалы. Ну что, ребят, спасибо за то, что ты тут смотрел видео до конца. С вами был, как всегда, Крипер. И всем пока-пока.